Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такую классную легкую кофточку с объемными рукавами. Вяжется она очень просто. Здесь воздушное вязание. Также очень просто вяжутся рукава. Изначально я планировала украсить вот этими цветочками края рукавов, но потом я передумала. Но в конце видео я также вам покажу, как можно их связать. Я использовала ярн джинс в 50 граммах 160 метров, состав 45 акрил, 55 катон. Все цвета я здесь укажу на экране, и точный расход напишу в описании под видео. Я вязала крючком 3,5. Вы можете вязать любым удобным вам крючком 3, 3,5, 4. Это зависит от того, насколько рыхлую вязку вы хотите получить. Чем больше размер крючка, тем более рыхлое свободное вязание получается. И наоборот, чем более плотное вязание и меньше размер крючка, тем вязание получается плотным. Есть несколько вариантов вязания этой кофточки. Например, я буду вязать с шнуровкой спереди. Можно ее также переместить на спинку. Можно вообще абсолютно замкнутую кофточку вязать, то есть абсолютно без каких-либо соединений и швов. Мы начнем здесь спереди. Будем вязать вот эту переднюю полочку, заднюю спинку и закончим здесь на передней полочке. И вот так будем поворотными рядами вязать. Далее присоединимся в нужных местах, вывяжем наши лямочки, потом будем вывязывать наши рукавчики и сделаем обработку краев. Если вы будете вязать кофточку со шнуровкой либо спереди, либо сзади, учтите тот момент, что вот эти вот края, связанные нами кофточки нашего полотна, не должны смыкаться. То есть здесь мы провяжем потом по краю нашего полотна обвязку для шнуровки. И смотрите, как понять, какое количество петель нужно набрать изначально на воздушную цепочку для своей кофточки. Наш рисунок имеет кратность, то есть смотрите, общее количество петель воздушных у вас должно быть кратно 12, плюс 2 петли, это вот также у нас относится к полотну, и плюс 2 петли подъема. То есть, например, смотрите, я буду набирать 156 петель, они кратно 12, да? Мы можем их разделить на 12, будет ровное число. Плюс я добавляю 2 петли и плюс 2 петли подъема, просто они обычные у нас, как петли подъем, 2 петли подъема на следующий ряд, потому что мы будем обвязывать первый ряд столбиками с одним накидом. И как понять, какое количество петель нужно будет набирать на длинную цепочку из воздушных петель, свяжите небольшой образец. Вот я, например, связала такой маленький, да, можете даже еще меньшим. Смотрите, здесь я набрала 36 воздушных петель, они кратно 12, плюс 2 петли и плюс 2 петли подъема. Можно связать буквально 2 ряда, вот эти столбики с накидом и веерочки, этого будет достаточно. Далее замерьте, сколько сантиметров составляет вот этот ваш образец вашей плотности вязания. И уложите вот это количество петель в самое выпуклое место на вашем теле. Например, это у нас грудь, да, чаще всего. И посмотрите, сколько вот этих отрезков поместится в объеме вашей груди, например. Умножьте вот это количество отрезков на вот это количество петель. И такое количество петель нужно будет набирать на вашу цепочку для вашего прямоугольника. Для своей кофточки я набираю 156 воздушных петель, они кратно 12, плюс 2 петли, плюс 2 петли подъема. Итого я набираю 160 воздушных петель. Делаем закрепительную петельку. И набираем воздушную цепочку самым обычным образом. Далее, следующий ряд будем провязывать столбики с одним накидом. Делаем накид и с третьей перемычки от крючка, за заднюю вот эту перемычку, провязываем первый столбик с накидом. Первую петельку, если хотите, можно отмечать. Далее делаем все то же самое, накид в перемычку, провязываем столбик с накидом. И так провязываем по всей цепочке. Последнюю петельку провязываем, последний столбик с накидом, но не до конца. Сейчас будет смена нити. Провязываем только через 2 петли. И через 2 оставшиеся петельки продеваем новый цвет нити. Закрепили. Можно завязать на узелочек. Фиолетовую нить обрезаем. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Провязываем столбик с накидом в 4-ю петлю 4-го столбика. Вот смотрите, у нас первый столбик, 2-й, 3-й, 4-й. Вот она 4-я петелька. Делаем накид, провязываем в эту петельку столбик с накидом.
Далее между столбиками у нас будет по 2 воздушные петельки. Раз, два. И столбик с накидом в эту же петельку, откуда мы сейчас провязали столбик с накидом. Готово. Делаем опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Провязываем столбик без накида в третью петельку от нашего пучка. Вот первая свободная, вторая, третья. Провязываем столбик без накида. Далее делаем все то же самое. Провязываем 2 воздушные петельки. Раз, два. Делаем накид. В третью петельку провязываем столбик с накидом. Раз, два, третья. Делаем 2 воздушные петельки и столбик с накидом в эту же петлю. Делаем 2 воздушные петельки. Подсоединяемся столбиком без накида в третью петельку. Раз, два, третья. 2 воздушные петли. Накид в третью петельку, столбик с накидом. Раз, два, третья. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом в эту же петлю. Делаем 2 воздушные петельки и подсоединяемся в третью петельку. Раз, два, третья. Столбиком без накида. И вот такими арочками провязываем весь наш ряд до конца. Вот что у нас должно получиться в конце ряда. В самую последнюю петельку, отмеченную маркером, мы провязываем соединительный столбик и параллельно вытаскиваем новый цвет нити. Таким образом, зеленый цвет отрезаем, и можно закрепить на узелок зеленый и розовый цвет. Набираем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Разворачиваем. И сейчас будем работать вот с вот этими вот арочками, провязывать в них. А сейчас делаем накид, провязываем первый столбик, незаконченный, 2 петельки на крючке остается, накид в эту же арочку, еще один столбик незаконченный. Объединяем все эти 3 петельки на крючке одной нитью. Делаем 2 воздушные петли. Раз, два. И проделываем то же самое еще 2 раза. Делаем накид, провязываем первый незаконченный столбик, накид сюда же, второй незаконченный столбик, через все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. 2 воздушные петельки и еще разок. Накид. Первый столбик, через 2 петельки, накид. Через 2 петельки, через все 3 петли одной рабочей нитью. Между вот этими арочками у нас будет по одной воздушной петле, воздушная петелька. Со следующей арочкой делаем все то же самое. Делаем накид, первый столбик, еще раз накид, второй незаконченный столбик, через все 3 петли на крючке одной нитью. 2 воздушные петельки между вот этими лепесточками, накид, через 2 петли, накид, через 2 петли, одной нитью через 3 петельки, 2 воздушные петли. Накид сюда же в эту арочку. Первый незаконченный столбик, накид, второй столбик, 3 петли на крючке одной нитью. 1 воздушная петелька между вот этими пучками. И все то же самое делаем до конца ряда. Подошли к концу ряда. Вот мы провязали вот эти 3 лепесточка. Как обычно, после них делаем воздушную петельку. И столбиком с накидом подсоединяемся вот прям самое вот это вот крайнее место. В первую петельку зеленую предыдущего ряда. Провязываем столбик с накидом. Не до конца. Делаем смену нити. Розовую нить обрезаем, завязываем на узелок. Делаем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Разворачиваем. Этот ряд у нас будет состоять из столбиков с одним накидом и по одной воздушной петельке между ними. Это была имитация первого столбика с накидом. Делаем воздушную петельку между следующим. Делаем накид и провязываем первый столбик с накидом вот в эту арочку предыдущего ряда. Первый столбик, воздушная петелька между ними, накид. В следующую арочку воздушная петелька. Провязываем теперь в эту большую арочку. То есть провязываем столбики с накидом просто вот в видимые вот эти вот наши арочки. Вот 2 маленьких окошка, большое, вот эти 2 маленьких окошка, большое. И так до конца ряда. И как мы заканчиваем этот ряд, провязали последний столбик с накидом вот в маленькую арочку из-под вот этого пучка, сделали воздушную петельку, как обычно, делаем накид и провязываем, можно в принципе провязать и вот под эту арочку, но в таком случае она будет вот так скользить, петелька по этой арке, это не очень красиво будет и край не очень красивый получится. Делаем накид и провязываем в третью петельку изначально набранной косички, а вот точнее даже за перемычку. Вот первая петелька, вторая, третья петелька и вот ее перемычка задняя. Столбик с накидом провязываем.
Смена нити сейчас не будет, вяжем тем же самым цветом. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, разворачиваем. И этот ряд будет состоять из столбиков с одним накидом. Прям подряд будем вязать. Делаем накид, и вот прям сразу же в эту петельку, 1, 2, 3, в 4-я петелька от крючка, вот она в самом уголочке, провязываем первый столбик с накидом. Делаем накид, следующий столбик вяжем в арочку, подарку. Накид вяжем в столбик, петельку от столбика предыдущего ряда. Накид в арочку. Накид в петельку от столбика. Накид провязываем в арочку. То есть у нас получится вот такой плотный ряд столбиков с накидом. То есть вот такой, как был самый первый ряд. В конце ряда провязываем столбик над столбиком последним предыдущего ряда. Далее столбик еще один с накидом просто в арочку большую. И еще последний столбик в 3-ю петельку изначально набранной косички. 1, 2, 3. Точнее вот за заднюю перемычку. Не до конца сейчас будет смена нити. Через 2 петельки на крючке продеваем новый цвет нити. Фиолетовый обрезаем. И сейчас будем провязывать вот этот ряд зеленый с арочками. Делаем 1 воздушную петельку, разворачиваем. Во 2-ю петельку от крючка провязываем столбик без накида. Эту петельку можно отметить. Отсюда провязываем 2 воздушные петельки. Столбик с накидом провязываем в 3-ю петельку свободную. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И столбик с накидом в эту же петельку. 2 воздушные петли. Закрепляем. В 3-ю петельку. 1, 2, 3. Столбиком без накида. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом в 3-ю петельку. 2 воздушные петли. Столбик с накидом в эту же петлю. 2 воздушные петли, закрепляем в 3-ю петельку. 1, 2, 3. Таким образом вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем точно так же, как и здесь. Вот сделали 2 воздушные петельки. 1, 2, в 3-ю, как обычно, подсоединяем столбиком без накида. И в самую последнюю провязываем просто столбик без накида. Не до конца, будет смена нити. Зеленый отрезаем. И провязываем все абсолютно идентично. Сейчас опять делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. И работаем вот с вот этими вот образовавшимися арочками. В конце ряда делаем все идентично, как и вот здесь, в этом розовом ряду. После этого пучка провязываем воздушную петельку, делаем накид. И вот как раз не зря мы отметили вот эту петельку, чтобы не выискивать ее. Вот в эту отмеченную петельку маркером провязываем столбик с одним накидом, не до конца. Делаем смену нити. Таким образом, постоянно повторяем 4 ряда, 1, 2, 3, 4, до того момента, когда вам не захочется остановиться. И с того момента начнем вывязывать лямки. И вот такой прямоугольник у меня получился. Размер прямоугольника 78 сантиметров на 29. Даже если вы будете изначально набирать такое же количество рядов, как и у меня, это не значит, что у вас получится точно такой же размер. Просто из-за того, что вы вяжете другой плотностью, не как я. Если вам нужно, посмотрите, посчитайте, сколько рядов я связала. И закончила я вязание своего прямоугольника на плотном ряде из столбиков с одним накидом. Все ниточки по краям выводим вот таким образом на изнанку, то есть ближе к изнанке, чтобы мы не обрезали вот здесь их прямо на самом краешке, это будет видно. Просто вот уводите ниточку ближе к изнанке, на изнаночную сторону. И вот здесь где-нибудь завязываете на узелочки. Как я уже говорила, у меня будет шнуровка спереди, поэтому это я сейчас примерила. Вот таким образом на себя все приложила, посмотрела, все отлично. И сейчас с этого момента можно уже, в принципе, вывязывать наши лямочки. Вот я отметила вот это место, где я хотела бы, чтобы у меня начиналась лямка. Смотрите, лямочки у нас не могут начинаться абы где, просто потому что нам нужно соблюдать рисунок, чтобы это все было красиво, чтобы вот лямочка была как бы продолжением нашего основного полотна. То есть не обязательно, чтобы у вас лямочка состояла, как у меня, из 2 вот этих розовых веерочков, да, ну вот, к примеру, будем на них ориентироваться. Вы можете делать шире лямочки, уже, это зависит от ширины вашего изделия, от того, насколько широкую лямочку вы хотите. Вот я уже начала вязание своей лямочки. Как я уже сказала, перед зеркалом я померила, поняла, что вот именно примерно в этом месте хочу лямочку. И смотрите, с какого места мы здесь начинаем по этому краю. Вот опускаем перпендикулярную линию до вот этого зеленого нашего рядочка, поднимаем вот сюда. И здесь уже у нас должно начаться вязание. Поэтому чуть-чуть вправо отступаем на 1 петельку. Здесь делаем закрепительную петлю. Закрепительную петельку делаем.
Потом, как и обычно по схеме, делаем в следующую петельку просто столбик без накида. И провязываем, как обычно, наши зеленые арочки. Заканчиваем ряд, подсоединяем столбиком без накида. И еще один столбик без накида, но не до конца, будет смена нити. Продеваем, как обычно, нить новую. И смотрите, если вы все правильно сделали, то у вас как бы вот эта галочка будет ровно под вот этой. Вот видите, если провести вот такую линию, то есть ровно, четко, галочка над галочкой. Далее делаем все абсолютно то же самое, как мы вязали вот этот наш прямоугольник большой. Просто вяжем маленький прямоугольник. Делаем 4 воздушные петли. Разворачиваем. И провязываем вот эти наши пучки. И вяжем такую длину лямочки, которую вы хотите. И тут есть два варианта. Можно, например, связать одну половину лямочки до середины плечика, потом сзади посоединиться, связать то же самое аналогично, и соединить их, сшить крючком либо иглой вот так посередине на плечике. Либо второй вариант, можно связать большую длинную лямочку, которая вот так будет огибать плечико и идти по спинке, и вот так соединить ее. Но в таком случае после плечика на спинке вот эти бычки будут как бы смотреть вниз. Да, вот, то есть вот таким образом сзади будет выглядеть. Если это вас не сильно напрягает, можно сделать и таким образом. Вот что у меня получилось. Я решила использовать второй вариант, такой более ленивый. Просто единая лямочка, которую я сейчас буду присоединять к задней части. Вот смотрите, из скольки рядов состоит моя лямка. Сейчас можно все кончики спрятать на изнанку и прогладить всю нашу деталь с изнаночной стороны. И теперь можно заняться пришиванием лямочки к спинке. И пришивайте любым способом, либо... То есть вот так лицом друг к другу прикладываем наши две половинки. И можно просто вот таким образом, либо иголочкой, либо крючком, сшиваем просто вот так соединительными столбиками. Вот этот шов можно не затягивать. И вот что получается с лицевой стороны. И вот также потом можно отгладить шовчик с изнанки, и он выпрямится. И смотрите, еще какой момент я поняла, когда полностью связала кофточку, что я могу вам посоветовать. При полностью опущенных руках вниз, вот эта часть, да, вот под подмышкой, может показаться, что как бы она у вас слишком большая, вот такой как блин, да, вот здесь получается. Этого можно избежать, сделая вот это расстояние вот от лямочки здесь и до спинки, то есть вот это расстояние сделать как можно меньше. И в таком случае вот эта вот часть, вот это вот место будет максимально маленьким. У нас получилась отличная маечка, самая обычный топ. Учтите, что можно оставить и в таком виде. Сюда можно пришить либо пуговички, либо шнуровку. И все, топ готов. Мы сейчас продолжим вязание нашей кофточки. И предлагаю заняться вот этим местом, которое у нас будет спереди, где шнуровка. Сейчас первый ряд я просто провяжу столбики без накида с самого начала и до конца. Подсоединяю новую рабочую нить. Протыкаем крючок в самый уголочек снизу. Делаем закрепительную петельку. И куда получится, куда удобно будет втыкать крючок, но так, чтобы это визуально выглядело красиво. Продеваем крючок и провязываем просто столбики без накида. Заканчиваем ряд, провязываем столбик последний в самую угловую петельку. И смотрите, сейчас что нам нужно сделать? Будем проделывать одинаковые действия здесь и здесь. Нам нужно сейчас просто добрать нужное количество рядов, так чтобы вот эти два края были максимально близки друг к другу. Можно обвязывать столбиками без накида, полустолбики, столбики с одним накидом. Вяжите как хотите. Ну, например, давайте провяжем опять же столбики без накида. Я делаю одну воздушную петельку, разворачиваю и со второй петельки от крючка просто провязываю столбики без накида. Вот я связала по 2 ряда с обеих сторон, то есть первый вот этот обвязочный ряд и второй столбики без накида. Я также вам советую делать параллельно, то есть это будет удобно примерять и будет видно хорошо, сколько вам еще нужно добрать рядов. И смотрите, можно провязать 2 вида вот таких вот креплений для шнуровки, либо вот такие петельки по краю сделать, либо сделать как бы внутри окошки и вот потом через них пропустить нашу шнуровочку. Вот таким образом я решила сделать места для шнуровки. То есть я третий ряд провязала ряд с окошками. Вот они окошки. Я их сделала не сильно большими, чтобы когда мы шнуровали наши изделия, они не растягивались. И еще последний ряд, заключительный, 4-й, я провязала просто столбики без накида. То есть вот у нас закончился второй ряд. Делаем воздушную петельку подъемом, разворачиваем во вторую петельку
Провязываем столбик без накида, провязываем нужное количество столбиков, то есть такое, которое вы хотите, чтобы было между вот этими отверстиями. У меня по 5 столбиков между отверстиями. И как делаем отверстие, делаем воздушную петельку, пропускаем одну петельку на полотне и провязываем в следующую, просто столбик без накида. Все, вот такое отверстие у нас получается. Далее провязываем, опять же, нужное количество столбиков до следующего окошка. Делаем опять воздушную петельку и провязываем через одну петельку. Все, и вот таким образом они получаются. Все, и следующий ряд я просто провяжу в каждую петлю столбик без накида. Как провязать вариант с петельками, посмотрите вот в этих мастер-классах. И сейчас будем заниматься обвязкой вот этой нашей горловины, лямочек и сзади по спинке. И вот сейчас можно начать с нижней части. Подсоединяем крючок в самую угловую петельку здесь снизу, вытаскиваем рабочую нить. Делаем закрепительную петельку, и прямо отсюда можно вывязывать уже веерок. Делаем накид. Смотрите, так как здесь непонятно, какое количество петель у нас по низу, здесь будет намного проще. Здесь чисто визуально, вот посмотрите, чтобы как бы 3 петельки мы пропускаем и вяжем в 4-ю. Например, вот здесь мы также будем пропускать 3 петли, будем вязать в 4-ю. Вытаскиваем нить, провязываем первый столбик с накидом, накид, сюда же, в эту же петельку, второй накид, сюда же, третий накид, сюда же, 4-й накид и сюда же в эту петлю 5-й столбик с накидом. И нам нужно подсоединиться просто столбиком без накида в 3-ю петлю от нашего пучка. Ну, вот, 1-я, 2-я, вот 3-я. Столбик без накида. И прямо отсюда сразу же можно начать вязать следующий веер. Делаем накид, пропускаем 2 петельки, вяжем в 3-ю. 1-я, 2-я, 3-я петелька. 1-й столбик, 2-й, 3-й, 4-й. И 5-й. Тут на полотне пропускаем также 2 петельки, вяжем в 3-ю столбик без накида. 1-я, 2-я свободная, 3-я петелька. Столбик без накида. Все, и таким образом делаем обвязку по всему краю нижнему. В конце ряда нам нужно красиво уложить веерочек в оставшееся место. Даже если у вас осталось не такое количество петель, которое нужно для полноценного веерочка, нужно просто его как-то уместить, либо предпоследние вот эти веерочки чуть-чуть как бы их вязать покомпактнее. Например, провязывать не через 2 петли вот тут свободные, а через одну петельку. Этого, в принципе, не должно быть сильно видно. Ну вот, например, я провязала последний полноценный веерочек, и вот в этот промежуток, в серединку, вот сейчас провяжу веерочек, и, скорее всего, даже не из 5 столбиков с одним накидом, а вот из 4. Вот 3-й и 4-й, чтобы он не был большим. И вот в самую угловую петельку я просто провязываю столбик без накида. Все, и вот так красиво у нас получилось. Нить обрезаем и закрепляем на изнанке. Далее приступаем к обвязке горловины и лямочек. Сейчас с самого начала уголочка провяжу один ряд столбиков без накида, так непрерывным рядом, и потом также сделаю обвязку нашими веерочками. Подсоединяю нить в самый уголочек, в самую угловую петельку, продеваем рабочую нить, делаем закрепительную петельку. Здесь у нас будет удобнее, мы будем провязывать просто в каждую петельку. Здесь вот посмотрите, куда лучше продевать крючок, вот в провязанный наш бежевым цветом отрезочек. Все, далее здесь просто вяжем до лямочки в каждую петельку, столбик без накида. Здесь, когда подошли к уголочку, провязывайте вот как больше вам визуально понравится, провяжите, посмотрите визуально издалека, нравится вам или нет, просто вот так прям в каждую петельку, в уголочек просто провязываем. И далее мы здесь по краю провязываем точно так же, как вот здесь мы делали, в удобные для вас места. Закончили один ряд обвязки. И смотрите, в принципе, с этого же момента можно начинать делать веерочки, также вот до следующего уголочка. И если вам не принципиально, что вы будете вязать веерочки с изнаночной стороны, то есть с лицевой стороны у нас будут изнанка веера, то можете начинать отсюда. Я хочу, чтобы у меня веерочки были повернуты ко мне лицевой стороны, так же, как и снизу нашего топа, поэтому я сейчас здесь нить обрезаю и начинаю здесь. В самый уголочек точно так же подсоединяем нить. И прямо отсюда начинаем вывязывать наш веерочек. Можно сделать закрепительную петельку. Все, и начинаем вывязывать в 3-ю петельку от крючка, провязываем веерок.
И в зависимости от того, насколько вот здесь у вас широкая часть получилась, вам нужно как-нибудь красиво вписывать вот этот веерочек, который будет здесь в уголочке. Либо он у вас будет вот так, веерочек, потом отсюда начнется новый. Либо чтобы серединка веерочка приходилась ровно на уголочек. То есть чтобы это все было красиво. И также нам нужно потом будет с обратной стороны также все это красиво оформить. У меня так получилось, что середина моего веерочка приходится прямо на уголок. Поэтому я делаю накид. И вот даже если у меня здесь не 3 петельки, а вот 4, ничего страшного. Так, чтобы подогнать, это можно сделать. Вот я провязываю прям в самый угол веерок. Все. И также можно вот либо в третью, либо в четвертую, чтобы точно так же, как и здесь было, подсоединить наш веерок, закончить. Все, вот таким образом получилось. Обвязываем дальше. Здесь с обратной стороны, на спинке, в уголочках также подгоняйте, чтобы веерочки лежали красиво. Когда подошли к вот этому уголочку, также спереди нам нужно сделать, чтобы это все было симметрично и красиво. Поэтому подгоняйте, если у вас не получается четко вписать веерочек. Вот у меня, смотрите, веерок должен быть прям ровно в уголочке. Сейчас я провяжу, наверное, не в третью, как обычно, петельку, вот этот мой веерок до уголочка, предпоследний, а во вторую петельку. Так соединю. Этого, в принципе, будет не видно. И вот сейчас отсюда я вот начну вывязывать свой веерок, который у меня должен находиться прям в уголочке. Поэтому подгоняйте вот именно по факту, по своему изделию. И заканчиваем самый последний веерочек вот прям в самую угловую петельку, чтобы это было все красиво. Вот таким образом все получилось у нас. Нить обрезаем и закрепляем на изнанке. Сейчас на данном этапе предлагаю прогладить с изнанки все вот эти наши веерочки, вот эту нашу провязанную место для шнуровки и снизу. И вот смотрите, какая красота у нас получилась. В принципе, можно и в таком варианте оставить, либо если вы хотите просто в виде топа, здесь можно также сделать обработку вот этих внешних краев. Но мы будем делать вариант с рукавом. И смотрите, здесь есть 3 варианта развития событий. Сейчас мы в первую очередь будем обвязывать, также выравнивать первый край столбиками без накида. И в зависимости от того, какой рукав вы хотите получить, то есть если вы хотите просто прямой рукав, вы не будете делать никаких прибавок, просто будете вязать по кругу. Второй вариант, чтобы он был пышненький абсолютно со всех сторон, вы будете делать прибавки с определенным шагом, чтобы был равномерно пышный рукав со всех сторон. Либо можно сделать прибавки только вот в этой верхней части рукава. То есть вот тут будет как бы такой шарик пышненький, да? А здесь мы будем просто вязать вот отсюда и до сюда сзади, просто в каждую петельку. То есть эти самые прибавки и будут давать нам пышность. Таким же образом мы вязали вот этот топ. Мы провязали в каждую петельку по 2 столбика без накида. И этим самым у нас получились вот такие волночки. Вот примерно наглядно, про что я вам сейчас говорила. Вот это как бы получится просто прямой рукав, если мы будем вязать без прибавок. Вот эти 2 варианта вам могут показаться без сильных отличий. Но смотрите, здесь он как бы будет пышненький абсолютно со всех сторон. Здесь, сзади. А здесь будут прибавки вот только как бы сверху. А здесь он будет просто прямой здесь и сзади. Я сейчас экспериментирую с рукавами. Смотрите, какой вариант можно оставить. То есть, вы знаете, такие бывают на блузочках рукава-крылышки. Очень здорово смотрится такая сборочка. То есть, смотрите, я провязала обвязку, сделала один ряд просто столбики без накида, как вот мы обвязывали все вот эти наши края. Потом во втором ряду я в каждую петельку провязала по 2 столбика с одним накидом. Это второй ряд. В третьем ряду я провязала просто в каждую петельку столбик с одним накидом, просто без прибавок. В четвертом ряду я провязала вот такие окошки. То есть столбик с накидом, воздушная петелька, через одну петлю на полотне, столбик с накидом. И вот так чередовала. Очень здорово так получается. Можно провязывать еще чуть-чуть побольше рядов. И вот такие вот крылышки классные получаются. Вот смотрите, я провязала еще несколько рядов. Просто чередовала один ряд плотных столбиков с одним накидом, еще один ряд просто окошки. Вот смотрите, как это все выглядит. И вот то, о чем я говорила. Если делать по кругу равномерно прибавки, вот как я сделала просто в первом ряду, в каждую петельку по прибавке, по 2 столбика с накидом. Вот смотрите, здесь в области подмышки получаются точно такие же вот эти волночки, как и здесь. Но, в принципе, чаще всего они здесь не особо-то и нужны, да, чтобы не было вот такого скопления большой пряжи вот под подмышкой. Поэтому, если вот вы будете вязать такого плана рукавчики, как крылышки, или вот как я хочу сделать, такой как фонарик, то, скорее всего, прибавки можно делать вот отсюда и до этой же части с обратной стороны. А именно вот это место можно просто провязывать без прибавок. Просто в каждую петельку провязывать столбики. И таким образом здесь будет более ровная часть, не будет вот такого скопления пряжи. Итак, я распустила крылышко, которое только что связала. Я его сделала для того, чтобы мне было проще понять, каким образом мне делать свой рукав.
И вот сейчас относительно него буду вывязывать уже нормальный рукав. И для начала, как обычно, мы обвязываем просто по кругу столбиками без накида. Подсоединяемся абсолютно в любом месте. Вот так обвязываем, обвязываем. Вот я довязала. Я сейчас буду делать таким образом, как я это и хотела, чтобы вот это место у меня было без прибавок. То есть вот отсюда до сюда. А вот отсюда и вся вот эта лямочка и сзади у меня будет с прибавками. Вот я закончила обвязку столбиками без накида. Второй ряд буду вязать столбики с одним накидом. Вот здесь я провяжу просто столбики с одним накидом просто в каждую петельку, а именно вот прям отсюда с этого уголочка по всей лямочке и до следующего уголочка конца лямочки сзади я буду провязывать такую комбинацию. В одну петельку столбик с одним накидом, а в следующую 2 столбика с накидом, в следующую петельку просто столбик с накидом одинарный, в следующую 2 столбика, то есть прибавку, и буду вот так чередовать. То есть я вот сейчас провязала когда крылышки, я провязывала вот этот второй ряд, в каждую петельку по 2 столбика с одним накидом. Она получилась прям очень такая сильно с волночками, в принципе, очень неплохо смотрится. Ну, вот мне хочется чуть-чуть поменьше сделать вот этих волночек, чтобы рукав был не такой объемный. Итак, сейчас я провязываю 3 воздушные петли. Раз, два, три. Накид. И вот сразу же в следующую петельку и во все последующие провязываю просто одинарные столбики с одним накидом. До уголочка, до лямочки. Подошла к лямочке. И вот прям с самого уголочка, либо, ну вот сейчас можно провязать один столбик. И вот прям отсюда можно начинать следующие петельки вывязывать именно ту комбинацию, которую вы выбрали для себя. Я провязываю, повторюсь, прибавку, одинарный столбик. Далее опять прибавка, то есть 2 столбика в одну петельку. Следующая петелька просто одинарный столбик. И таким образом именно я провязываю вот эту всю лямочку до следующего уголочка сзади. Ряд заканчиваем, как обычно, с соединительным столбиком в третью петельку изначально набранной косички. Вот раз, два, третья петля. Провязываем просто соединительный столбик. Сейчас второй ряд я буду делать с окошками. Вы делаете такую комбинацию рядов, какая вам больше нравится. Например, можно провязать 2 ряда столбика с одним накидом, вот этих плотных, потом окошко, потом еще раз 2 плотных вот этих рядочка. Я хочу чередовать, то есть ряд плотных, ряд окошки, плотные столбики, окошки. Делаем 3 петли подъема. В начале каждого ряда будем делать по 3 петли подъема. Это у нас имитация первого столбика с накидом. Там, где у нас окошки будут провязываться, будет одна воздушная петелька между столбиками, поэтому вот делаем вот эту воздушную петельку. То есть всего сделали 4 воздушные петли. Делаем накид и провязываем через одну петельку свободную. Вот первая, вот во вторую. Столбик с накидом, воздушная петля, накид, через одну провязываем. Воздушная петля, накид, провязываем столбик с накидом через одну петельку. Все, и таким образом вяжем окошки до конца ряда. Ряд с окошками заканчиваем таким образом. После столбика делаем воздушную петельку, накид, и вот в самую последнюю петельку провязываем. Ничего страшного, если первая и последняя будут рядом стоять, этого в принципе будет не видно. Делаем воздушную петельку, и вот в третью петельку изначально набранной косички провязываем соединительный столбик. Так будем заканчивать каждый ряд. Сейчас я буду провязывать ряд плотных столбиков, делаю 3 воздушные петли, накид и провязываю, когда мы провязываем в арочку, прям вот под арку провязываем столбик, накид, следующую петельку провязываем в петлю от столбика предыдущего ряда, накид в арочку, накид в петельку. И так провязываем до конца ряда. И больше мы никаких прибавок делать не будем, будем просто вязать по кругу нужное количество рядов. И вот смотрите, что у меня получилось. Я провязала вот такой ширины рукава. Это я просто уже закрепила их для примерки. Вот посчитайте, сколько у меня рядов получилось. Заканчивать можно абсолютно на любом ряде, либо окошки, либо вот плотные столбики с одним накидом. И когда провяжете определенное количество рядов, для примерки не поленитесь, проденьте вот в самый край просто змейкой пряжу, которой мы вяжем. Завяжите в конце на узелочек и просто примерьте, посмотрите, нравится ли вам длина получившегося рукава. И в общем, нравится ли вам, как это все смотрится. Я довязала вот это количество рядов, меня все устраивает после примерки. И сейчас будем заужать уже нормальным способом наши рукава. Вот это край моего рукава. И сейчас будем уже заужать его. А заужать, в принципе, можете как угодно. Например, смотрите, можем делать убавку. Из-за 2 окошек делать одно. Провязываем, вытаскиваем петлю через одно окошко, 2 петли на крючке. Потом в следующее окошко ныряем, 3 петли на крючке и одной рабочей нитью соединяем. Таким образом, например, далее следующее окошко. И второе, одной рабочей нитью. Все, видите, у нас они вот так заужаются. И таким образом проделываем до самого конца.
Вот как у нас заузился рукавчик всего лишь с одним рядом убавок. Примеряйте каждый раз, чтобы у вас хорошо пролезала кисть через это отверстие, и чтобы вот это место не давило на руке, где вот у вас будет сидеть вот этот рукавчик на предплечье. Возможно, вы вязали очень широкий рукав, и одним рядом не обойтись убавок. У вас, возможно, здесь отверстие получилось довольно широкое все равно. В принципе, его можно провязать вторым рядом, также делая нужное количество убавок, до тех пор, пока вот оно у вас хорошо не сядет на руке. Либо с изнаночной стороны продеть вот такую эластичную нить в 2 сложения, я думаю, либо вот такую резиночку, которую мы уже с вами использовали. Она потолще чуть-чуть, это шляпная резинка. Что будет намного лучше и удобнее, этот край у вас будет эластичным. По краю рукава я планирую сделать цветочки, а самый конец рукава я планирую сделать вот такими же веерочками, как мы обвязывали все края топа. От этого места до начала вывязывания веерочков вы можете, в принципе, провязать, если хотите, какое-то количество рядов. Либо столбиками без накида, либо один ряд вот этими столбиками с накидом. Просто как бы сделать площадку для цветочков. Как обычно, делаю 2 воздушные петельки. Поднимаемся на следующий раз. И просто вот в каждую петлю образованную, когда мы сделали убавки, провязываю столбики с накидом. В конце ряда, как обычно, подсоединяемся соединительным столбиком во вторую петлю изначально набранной косички. Все, и отсюда начинаем вязать веерочки. Вот что у нас получилось. Нить обрезаем, прячем с изнанки. И что касается шнуровки, это самая обычная цепочка из воздушных петель. Просто делаем закрепительную петельку и набираем нужное количество петель. Шнурок такой длины, который вам нужен. Все, вот таким образом. И я вот сделала шнуровку так, чтобы завязывался он сверху бантик. То есть у меня здесь вот таким образом. Вот так. И я делала шнуровку и сделала здесь сверху бантик. И что касается вот этого момента, шнуровки сзади, я когда уже полностью связала кофточку, примерила ее на себе и заметила, что со временем у меня начинают вот эти места на плечиках чуть-чуть разъезжаться, спадать с плечиков. Но они не прям сильно спадали с плечей, но так чуть-чуть опускались. Это, скорее всего, за счет вот этих объемных рукавчиков. Вот так они чуть-чуть спадают. И этот момент я устранила за счет вот просто также пришивания к этой и к этой стороне, вот сзади на спинке. Также просто цепочки из воздушных петель. Просто также набираете нужное количество петель и вот так завязываете сзади на бантик. В принципе, это хорошо смотрится, он совсем не мешает. Но таким образом у вас идеально будут сидеть вот эти вот места на плечиках, и они не будут спадать. Также в конце я хотела сделать, когда уже у нас готова была кофточка, вот здесь по кругу всего рукава, привязать вот такие вот, пришить листочки с цветочками. Но я что-то приложила, мне не очень понравилось. Но смотрите, в каком случае они классно будут смотреться. Если вот, например, вы свяжете кофточку в однотонном цвете, например, да, темно-синий цвет у вас вся кофточка, вот эти вот волночки, да, вот веерочки, которые мы обвязывали вот здесь, по низу. Например, сделайте каким-нибудь светлым цветом, да, там, контрастным. И вот таким же контрастным цветом можно какой-нибудь такой букетик маленький, да, связать. И вот здесь где-нибудь, например, на груди, либо в любом месте, где вы захотите, приделать вот такую классную композицию. Также они будут хорошо смотреться, если у вас будет однотонная кофточка. И также вот здесь прям по кругу классно их будет пришить. Вот также чередовать цветочек, вот этот вот листик, цветочек. Я думаю, в таком случае будет это хорошо смотреться. Так что можно экспериментировать с этими цветочками, с лепесточками. Я их приделывать, пришивать не буду, но я вам покажу, как они делаются, на всякий случай, если вы захотите их пришить. Таким способом цветочки можно вязать абсолютно разных размеров. Вот смотрите, у меня получилось 3 разных размера, можно еще другие добавить. Размер цветочка зависит от изначально набранной косички. Вот я сейчас вам покажу вот на примере вот этого цветочка. Он состоит из 7 лепестков. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лепесточков. Я сейчас набираю 22 воздушные петли. Делаем закрепительную петельку. 22 петли. Это уже с одной петлей подъема. Чуть-чуть разворачиваемся. И со второй перемычки от крючка первый ряд провязываем просто столбиками без накида, весь ряд. Первую петельку при желании можно отметить. Все, и далее в каждую перемычку провязываем столбик без накида. Провязываем последнюю перемычку. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем вязание. И провязываем столбик без накида в 6-ю петлю от крючка. Считаем 1, 2, 3, 4 угловая, 5, 6. Столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 2 петли, вяжем в 3-ю столбик без накида. Вяжем 3 воздушные петельки. Пропускаем 2. Вяжем в 3-ю столбик без накида. И таким образом делаем такие арочки до конца ряда.
Вот у нас осталось место для последней арки. Делаем 3 воздушные петли. И в петельку, отмеченную маркером, провязываем последний столбик без накида. Делаем одну воздушную петельку. Разворачиваем вязание. И сейчас будем вязать прямо вот под эти арочки столбики с одним накидом. В каждую арку будем провязывать по 6 столбиков с одним накидом. Делаем накид. В первую арку провязываем первый столбик с накидом. Накид. Второй накид. Третий накид. Четвертый накид. Пятый накид. Шестой столбик. В конце вот этого пучка из 6 столбиков с накидом в эту же арочку провязываем просто столбик без накида. Таким образом, как бы загибаем этот лепесточек, заканчиваем его. Каждый последующий лепесточек начинаем одинаково. Под арочку провязываем столбик без накида. Потом подряд 6 столбиков с одним накидом в арочку. Заканчиваем лепесточек столбиком без накида также в эту арку. Все, и начинаем вязание следующего лепесточка аналогично. Заканчиваем лепесток также столбиком без накида в эту арочку. И отрезаем нить, оставив небольшой хвостик, 10-15 сантиметров. И красиво укладываем вот эти наши лепесточки, так как вам понравится, как вам захочется. Можно плотно их складывать, можно наоборот посвободнее. Вот так в цветочек. Вот таким образом. Вот этот кончик продеваем в иголочку. И пришиваем все вместе, так, чтобы цветочек не раскрывался, чтобы он был как единое целое. Вот так прям насквозь. Все, в принципе, и эту же нить можно не отрезать. Этой же ниточкой можно будет привязывать этот цветок к нашей кофточке. Также сделайте красиво, чтобы у нас вот эта серединка также не выпадала. Например, на серединку вывели и зацепите за какую-нибудь петельку, и вот так обратно выведите наизнанку. Так, подтяните, чтобы вот так серединка прям была зафиксирована. Все, и такой красивый цветок получается. Чтобы связать вот такой маленький цветочек, сделайте, соответственно, на 3 петельки поменьше. Вот этот большой, наоборот, большее количество петель вяжите. Также можно регулировать размер цветочка за счет размера крючка, как я вам уже сказала. Вместе с этими цветочками красиво будет смотреться вот такие листики. Каким образом вяжутся листики. А также вы можете сами регулировать их размер. Например, маленькие вязать совсем, либо вот такого размера, либо побольше. Набираем цепочку из воздушных петель. А далее со второй петельки от крючка, смотрите, набираем столбик без накида, он у нас самый маленький. Потом набираем полустолбик с накидом. Далее можно привязать, например, 2 столбика с одним накидом. Далее серединка цветочка. Например, можно привязать 5 столбиков с 2 накидами. Вот 4, 5. Далее на уменьшение пойдет. Вот, например, симметрично можно привязать опять 2 столбика с одним накидом. Потом полустолбик и столбик без накида. То есть, смотрите, вот таким образом у нас получается. И потом в обратную сторону будем вязать абсолютно зеркально. То есть столбик без накида, полустолбик, 2 столбика с одним накидом, 5 столбиков с 2 накидами, 1, 2, 3, 4, 5, 2 столбика с одним накидом, полустолбик, столбик без накида. Например, набираем 11 воздушных петелек, делаем закрепительную петлю. И вот со второй петельки от крючка за вот эту заднюю стеночку провязываем, например, первый столбик без накида. Далее накид, провязываем полустолбик в следующую петельку через все 3 петельки. Далее подряд можно провязать 2 столбика с одним накидом. Накид. Провязываем первый столбик. Накид, следующую петельку. Второй столбик. Далее можно провязать, например, подряд 2 столбика с 2 накидами. Это будет самая середина листика. Делаем 2 накида. Следующую петельку через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. И еще раз в следующую петлю. Аналогично. Вот видите, у нас такой подъем получился. И сейчас вяжем зеркально уже теперь на убавление. Провязываем подряд 2 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Далее следующую петельку полустолбик с накидом. И заканчиваем столбиком без накида в самую последнюю петельку. Далее будем вязать по обратной стороне. Вот так чуть-чуть разворачиваем. И провязываем столбик без накида вот прям в самую первую петельку. Также вот за заднюю стеночку. Для следующую петельку делаем полустолбик с накидом. Далее подряд 2 столбика с одним накидом. Далее подряд 2 столбика с 2 накидами. Далее опять 2 столбика с одним накидом подряд. Полустолбик.
И провязываем в последнюю петельку столбик без накида. А чтобы у нас получился такой остренький носик у нашего листика, можно вот прям в самую куда-нибудь в серединку, вот здесь где-нибудь, прям посмотрите, просто провязать еще один столбик без накида. Нить вытаскиваем. Также отрезаем с небольшим запасом, сантиметров 15. Кончик нити вставляем в иголку. Вот это у нас будет ножка листика. Вот здесь самый кончик, носик листика. С изнаночной стороны просто вот так за петельки хватаем и выводим вот этот кончик нити к ножке листика. Вот что у нас получилось. Можно завязать на узелок, потуже, на несколько узелочков. Вот этот короткий хвостик, который был у нас в начале вязания, можно отрезать. И потом вот этой нитью просто будем пришивать к нашей кофточке, лепесточки. Вот смотрите, вот получилось сейчас побольше. Вот этот маленький совсем. Не помню, сколько я здесь набирала. Возможно, столбик без накида, полустолбик, один столбик с одним накидом, потом один с двумя накидами и вот так в обратную сторону. Поэтому он получился такой маленький. И потом пришивайте там, где вы захотите. Например, вот по краю рукава, как я изначально хотела. Вот, например, раз приложили, пришили, да, вот оставшимся нашим кончиком. Потом, например, листик, вот так, чтобы он в другую сторону смотрел. Далее вот такой цветочек. То есть это, в принципе, симпатично будет смотреться. Либо вот здесь, как я говорила, на груди. Но это будет классно смотреться, если у вас, к примеру, будет здесь однотонное вязание. Вот такую классную композицию можно составить. И вот смотрите, как классно выглядит узор в однотонном исполнении. Размер кофточки получился в ширину 40 сантиметров, длину 50 сантиметров. Длина лямочки получилась до этого места 20 сантиметров, ширина 6 сантиметров. Также при желании, если вам кофточка покажется слишком прозрачной, можно здесь вшить самую обычную подкладку, даже можно, в принципе, только на переднюю часть. Наша кофточка полностью готова. Всем спасибо за просмотр, всем пока!